10 признаков успешных людей. Их объединяет одно, именно исключительных людей, которые зарабатывают очень много денег, которые популярны, которые имеют власть. Они все двигались от сердца. Мы сели с Расулом Абдуллаевым, человеком, который занимается буквально всем, от бизнеса, заканчивая помощью государством. Я хочу быть одной из ключевых причин, как я говорил, да, то есть, чтобы Казахстан был культурно, экономически, духовно развитой страной. У Расула огромная насмотренность, каким должен быть лидер, миллиардер, человек, который управляет страной. И мы взяли вот эти 10 качеств, обсудили и еще закрепили какими-то практическими примерами. Понять сердца людей, но для чего? Для того, чтобы показать им правильное направление в бизнесе, личной жизни и политике. Я считаю, что этот выпуск обязательным просмотру тем, у кого есть большие амбиции, кто хочет сильно вырасти. Для нас, как я всегда говорю, ваши лайки, комментарии, колокольчик, который вы сейчас нажмете, это все для нас самое главное подтверждение, что мы делаем все верно. Поэтому поставьте, пожалуйста, их. Человек при жизни, ставший легендой. Расул Абдуллаев. Ну, Арикейс, по вашему мнению, если это так, для нас большая честь. Ой, все, Ракил, я очень рад вас видеть здесь. Да, на самом деле мы с Расиком угораем. Расул Абдуллаев — это... Как вот правильно так сказать, чтобы люди поняли? То есть я-то понимаю, что ты занимаешься очень много всем. Вот как тебя правильно презентовать, брат? Вообще я себя назвал маркетологом в 15 лет, потому что это максимально было легко объяснить. Почему маркетологом? Потому что маркетинг — это именно та сфера, которая объединяет многие сферы, которые я себя люблю. Это типа история, социология, заработок денег, продажи, реклама, культура. Это вот этот всеобщий микс, он называется маркетинг, как бы. Я сказал, пусть я буду маркетологом для всех и буду развиваться в этой сфере. Вот так, да, сказали? Вот так. Пусть Вот я... Окей, а сейчас в итоге и все осталось как бы так же? Да, осталось, только уже сейчас маркетинг уже где-то на уровень уже дальше идет. Да, вот когда вот идет маркетинг-реклама, следующий уровень это идет уже как пропаганда. Уже больше вот уже заниматься именно идеологией, пропагандой. Это вот очень вместе коррелирует с брендингом, вот с таким направлением. То есть ты сейчас в сфере бизнеса работаешь, да? Какие там проекты? Ну, чтобы просто у людей было такое понимание. Очень много сфер, конечно, если вот так вкратце сказать. Вначале я учился на маркетолога, работал с Алишером Великбаевым. После этого поступил в университет Турцию, бросил университет Турции, поехал в Астане, работал в Астане, вернулся, начали развивать Юфрейм вместе. Я как бы был вот маркетологом Юфрейма, всегда говорили, менеджером. После Юфрейма как раз появился, параллельно работал в, помните, стартапе Зинге, потом Кекс Маркетинг, Кекс Групп. Там мы с Аламбро и так далее развивали. После этого я начал заниматься White Label и Министерство маркетинга. Да, White Label — это? Маркетинговое агентство. Вместе вот с партнерами Абай, Ахсултан. И у вас там сейчас разные проекты? Сейчас мы с Абаем именно по политической сфере работаем вместе. И сам тоже развиваюсь. Но как раз, когда вот ММ начинался, я еще в большей степени иногда сам как личность выступаю тоже. То есть, например, последний проект, о которых я, кстати, вот нигде не говорил, абсолютно нигде, это вот мы выборами в Турции занимались, когда партии были, работали с Королевством Малайзия, именно там вот TikTok, кстати, развивали, Go Malaysia, можете зайти посмотреть. Это national branding. Работали с компанией Hikmet Travel вместе с Министерством туризма, Saudi Tourism Authority, Саудовской Аравии развивали. То есть эти проекты, которых вообще нигде не показано, делал. Ну и по Министерству культуры Республики Казахстан с аппаратом президента были проекты, которые мы делали. И у меня очень много направлений развития. Если сказать, чем я сейчас конкретно занимаюсь, это вот у нас попечительский совет благотворительного фонда Асаруме, сооснователь проекта Red Art, еще сейчас до сих пор Жан Кофе есть. Потом вот компания ММ. Ну, там, по сути дела, у нас команда, она в основном только я, вот мой ассистент и еще много людей, которые на аутсорсе у нас есть. Потом проект ЮКУК, Dark Kitchen. Затем вице-президент Федерации Тэквондо по развитию, член Совета по молодежной политике и совет главного муфтия Республики Казахстан. Короче, это на самом деле он не просто хэштеги говорил и рандомные просто факты. Этим всем занимается Расул. И мне нравится, мы раз с Расулом созваниваемся, он говорит, у меня сфокусированный расфокус. Вот вы примерно поняли, да? То есть, и вот классно, ты, по сути, твоя сейчас биография, она подвела к теме сегодняшнего подкаста.
Я хочу с тобой вот подвесить такую тему. То есть смотри, у тебя огромная насмотренность, ты там и в правительстве, и в бизнесе, да, и миллиардеры, и правители, и президенты, и министры. И вот это же, по сути, как бы, если их одним словом так назвать, да, такие успешные люди в нынешнее время, да, то есть люди, которые что-то знают и понимают больше, чем все остальные. У нас как бы с ними времени одинаково, но эффективность у нас разная, да. И вот давай вместе с тобой попробуем, да, вот так накидать. Я тоже некоторых знаю людей, да, кто что-то делает успешно, и у меня тоже есть там мысли. Мы не готовились специально, да, чтобы было интересно нам обоим тоже. Давай накидаем вот таких 10, вот сейчас же модно, топ-10, да, вот 10 таких ключевых качеств. Можно hard, можно soft скиллов, вот таких вот очень успешных людей. И намерение такое, чтобы с сегодняшнего подкаста наши зрители, они взяли эти качества себе, вот так вот себе в ДНК вшили, и вместе с ними попробовали прожить этот год, допустим. И посмотрели, вдруг их жизнь изменится в лучшую сторону. Суперское намерение. Потому что мы на самом деле этим с тобой занимались еще, наверное, когда вот нам сколько, по 18 лет было, мы всегда вот так с какими-то крутыми ребятами, взрослыми людьми еще на тот момент встречались и думали, блин, вот у него это есть, и хотели каждого секрет успеха разгадать, сколько мы на это времени потратили. Поэтому я предлагаю в это пойти. Давай, с тебя начнем. Какое первое качество ты считаешь таким ключевым? Я думаю, символично получилось то, что мы как раз беседу вели с одним человеком, и ты сказал, что этот парень, у него самая ключевая черта, он видит ключевые метрики. Я говорю, ну это проницательность. Я думаю, что основная ключевая черта — это проницательность. То есть различать true or false, да, где истина, где ложь. Я думаю, это самый ключевой навык. Правильно, ну потому что видеть поле игры, понимать ключевые метрики, понимать, кто, где, какие ключевые фигуры занимают, куда надо направить свое время, энергию, финансы, и чтобы это принесло свои плоды. Это вот проницательность, я думаю, самый ключевой фактор, который помогает вообще в жизни. Да. Кстати, ты людей, которых описал, в арабском языке таких людей называют шейхами. Кто такой шейх, короче? Они не говорят успешный человек, но они говорят шейх. Вот. Шейх — это кто обладает знанием, именно кто преуспел в получении знаний, известности, либо второй фактор. Третий, либо власти у него много, либо четвертое — денег. Вот, и как бы вот Прикольно, в этих я не знал об 4 этом. категориях, да, если какой-то человек преуспел, Он шейх. да, он шейх как бы. И на самом деле, Окей. то есть успешный человек. Если вот характеризовать на самом деле, то эти 4 категории, они вот на самом деле во многие сферы подходят. Все, первое зафиксировали, проницательность. Как раскачать эту проницательность? Я думаю, проницательность — это, конечно, есть логическая проницательность, которая именно с мозгом приходит. Да, но так как я всегда стараюсь духовно развиваться, есть именно проницательность, которая вот идет от сердца, да, видеть сердцем, видеть, условно сказать, сквозь этой матрицы. Это уже духовное развитие, ключевой фактор, потому что проницательность, конечно, она от насмотренности приходит. Ты видел очень много вещей, у тебя есть критическое мышление, и ты прикладываешь на это и понимаешь, что тебе нужно выбирать. Но когда ты уже исходишь с фактора духовности, я думаю, самый ключевой фактор — это идет чистота. Насколько ты этично относишься, во-первых, там, к самому к себе даже и к своему окружению, к людям. Да. Твои взаимоотношения, насколько ты не нарушаешь договоренности, насколько ты чист и так далее, настолько у тебя твоя проницательность именно растет. О, супер, супер. Если ты нарушаешь договоренности, делаешь нехорошие дела, по сути, у тебя притупляется вот это Очень сильно притупляется. Но это и по психологии даже, если вкратце объяснить, как это взаимосвязано. Ну, например, ты, например, сейчас поругался с мамой. Взаимоотношения с мамой очень критично важны. И ты, когда едешь, у тебя уже внимание твое уже на вот этой ситуации с матерью. И ты едешь за рулем, и ты уже не находишься вот прям здесь, сейчас, в настоящем времени. Проезжает машина, ты там врезаешься, буквально говоря. Ты не замечаешь ее. Уже не говоря о том, что ты не думаешь в этот момент о решениях каких-то и так далее. Ты стоишь, например, когда тебе нужно сделать договор, ты не думаешь о том, чтобы как быть полезен человеку, например. Ты думаешь, как его кинуть, если ты уже думаешь, как сейчас это скрыть свои такие плохие намерения и как бы показаться кем-то, но ты уже не думаешь, это внимание не выделяешь тому, чтобы придумать новые идеи, планы и там построить будущее, да. Я тут еще тоже добавлю из логики. Я когда тоже один раз услышал эту мысль, что типа надо быть проницательным, что по сути у успешных людей самое главное — это вот их точность, да, действий. Я, короче, для себя вот постоянно об этом говорю тоже, хочу еще раз это тоже донести, что вот заметка, где ты говоришь, а что самое главное? Или там, а без чего все не имеет смысла?
И вот ты через этот вопрос, если смотришь на любую ситуацию, задачу, а без чего это не получится, то ты видишь суть. И всегда вот в этой сути всего на самом деле там 1, 2, 3 действия. Я даже вот когда разборы провожу для проектов, для бизнесов, я в конце, когда выписываю ключевые действия, я вот выписываю всегда 2-3. И люди, которые сидят, получают множество инсайтов, инструментов, они такие, типа, блин, там же много всего. Я говорю, да нет, если вы говорите, что там все классно, то это вообще ничего не классно. Там вот всегда 2-3 ключевых момента, и все, это самое главное. Да, закон Парето, в принципе. Да. Супер, окей. Все, первое мы зафиксировали, проницательность. Погнали во второе качество. Второе качество, я думаю, это искренность. И искренность многие понимают это как, я именно говорю в таком светском формате слова искренность, не так, что из благих намерений. На самом деле искренность разная. Вот ты можешь, например, человек может искренне любить деньги, и он искренне хочет заработать их, и он искренне делает шаги для этого. Потому что я смотрю на многих людей, у которых иногда что-то не получается, либо у себя, например, там, у меня со спортом всегда проблемы, потому что у меня со спортом неискренние взаимоотношения, я это понимаю. Ты думаешь одно, чувствуешь одно, Да. но делаешь другое, Делаешь и поэтому другое. не И получается. разногласия, да, идет Да, здесь. да. И вот эта искренность, она ключевая, потому что люди задаются вопросом, блин, почему я не могу вырасти в подписчиках, почему у меня оборот 2 раза не растет, почему я до сих пор не получил эту должность, как кто-то. Ну, потому что задай себе вопрос искренне, сам себе, насколько ты реально это сам желаешь, насколько ты об этом, ну, мечтаешь, ну, и насколько ты, искренность, она уже напрямую с любовью идет, и насколько у тебя фактор любви есть к этому. И здесь все приходит, потому что многие бизнесмены, они просто любят деньги, а кто-то искренне любит игру, и для них именно в этой сфере быть номер один, это как в компьютерной игре подняться. Идеальный пример — это Уоррен Баффет. Вот про его много людей изучали, да, ты знаешь, да, что он достаточно аскетичный образ жизни ведет, хотя один из самых богатых людей на планете Земля, один из самых успешных инвесторов в истории планеты Земли, и как бы разбирая его психотип, один документалист сделал так, что для него это просто циферки в компьютерной игре, чтобы было у него много цифрок, и ему от этого хорошо, короче. То есть вообще не сам факт там Да. И он материальных благ. искренне играет в эту игру, да. Прикольно. И как бы он живет в самой капиталистической стране мира, особенно Америка, она же более протестантской религии. И чем вот ключевой момент, почему Америку богатой страной считают, именно успешной, да, такой в материальном плане, то, что в протестантской вере, в протестантском вероубеждении христианства идет то, что чем больше тебя Бог любит, тем больше материальными благами Он тебя облагает. Прикольно. Из-за этого там у них, ну, как бы идет к этому стремление American Dream. Классная, ну, такая установка, по сути. Да, видите, и кто-то искренне хочет помогать людям, учить их. Да, и просто, например, мы из-за того, что как раз все в деньги у нас часто упирается, он, например, крутой специалист, но недостаточно зарабатывает. Потом ему надо просто вот эту искренне, короче, понять, для чего ему эти деньги нужны, и потом там идет рост, короче. Искренность — второй фактор. Вот тут я тоже, можно дополню, я был на одном тренинге у Михаила Дашкиева, и у него есть такой инструмент, называется, ну, правда. И вот правда — это то, что у тебя вот здесь, если ты, говорит, синхронизируешь там, ну, как бы скажешь об этом или сделаешь, то тогда все начинает работать как есть. И у него есть такая методика, короче, как, допустим, там, помириться с человеком, да, допустим. Вот у тебя есть на кого-то обида, да, допустим, что-то не так. Ты говоришь, правда в том, что я там чувствую или вижу вот так, но ты говоришь только про себя. Ни в коем случае не заходишь на территорию человека, потому что там конфликт будет. Ты говоришь, правда в том, что я себя ощущаю вот там, вот таким в этой ситуации. И мне некомфортно, из-за этого я вот так себя веду. Что делать? И ты ему искренне говоришь, что делать, типа, давай решим. И, короче, я после этого начал так множество проблем расплетать. И просто, ну, это настолько работает. И я даже образно в Инстаграме начал говорить, там, снимаю штаны. Это тоже его такое выражение. То есть он реально даже так и стоял и говорит, снимаю штаны, прям снимал. Он так говорит, я там сейчас переборщил с вот этим, или мы там что-то не подготовили в организации. И он говорит, для чего это нужно? Твое внимание не застревает в этих мыслях. И люди, они же чувствуют все. Люди, он говорит, энергоинформационные сущности, они все сканируют. Ты там криво встал, там плохо подумал, они это чувствуют. Типа, это просто вот, там же есть это с психологией, там, зеркальные нейроны, такая тема. То есть, ну, люди это сканируют. Вот что ты делаешь, они это сканируют. И поэтому вот эта искренность, и она залетает. И еще прикол. Один раз я был на обучении, и там есть Михаил Гребенюк, ты, наверное, его знаешь, он феномен, да, по сути. Продажи, YouTube да. и так далее. И он делился таким инсайтом. Он говорит, что
самый залетающий контент — это звенящий контент. Что такое звенящий контент? Это когда ты рассказываешь какую-то историю, и все замирают и слушают. Это аж звенит в воздухе, говорит. А что это за контент? Это контент, в котором полностью только правда. Да. Почему треки залетают, да, там, допустим, там, ну, там, любимый наш с тобой исполнитель Скриптонит, да? Безусловно. Почему, когда он поет, ты как будто в его доме в Павлодаре, и вот это ты испытываешь вот этот вот кредит, его спасение, да, ну, то есть ты чухаешь этот вайб, и он свое рассказывает по факту, да, это же не наша история. Да, да, его Но реальность. ты почему-то сопереживаешь, потому что он абсолютно искренний в этом плане. И недавно мне вот Сарсен, как раз бизнес-консультант, который вот мы только что общались, он, знаешь, что мысли сказал? Хочешь определение слова «искусство» услышать? Давай. Искусство — это качество общения. Насколько человек, да, может? Вот картину смотришь, бывает же такое, что ты понимаешь месседж без слов. Вот настолько этот человек качественно общается. То есть, а как качественно общаться, чтобы до сердца доходить? Искренне делать что-то, что ты делаешь, короче, максимально. Поэтому я думаю, что если вы действительно искренне, максимально в делах, в каких-то вещах, то есть реально, как стать контент-феноменом? Делай контент вот так, как соответствует, ну, как ты живешь, что ты думаешь, реально. Ну, как в ТикТоке сейчас же там в ауле ребята снимают и так далее. От искренности же все идет, по сути Да, дела. то есть сейчас алгоритмы, боже мой, все могут залетать в рекомендации. Легко. Ты вот показывал подкаст, да, арабский вот этот. Сколько Да, он да, набрал? 132 миллиона. 132 миллиона подкаст на арабском языке про отношения, который идет 3 часа. 3 часа. 132 ляма. То есть английские там с Илоном Маском подкасты меньше набирают. Почему? Там же не было миллиардов подписчиков. Да. Он просто вот, там, чувак конкретно залечил, да, короче. Он там сильно про отношения, да, 4 вида взаимоотношений. Окей, супер, все, зафиксировали второй. Мне очень нравится, очень искренне все идет, да, искренность, все, у нас искренность. Третье качество. Ну, к дополнению к искренности, и оно с проницательностью вместе идет, оно вот вместе рядом идет сила воли, как бонусом. Потому что сила воли должна быть. Если ты искренне что-то хочешь, но у тебя нету силы воли, тебе недостаточно. Да. Тебе надо тренировать силу воли именно. Смотри, а вот сила воли и настойчивость — это разные вещи? Не, одно и то же, в принципе. Да? Окей, Да. Хорошо. Раскрой. Они вместе. Ну, вот, например, тебе нравится девушка, но из того нематериальных мира чувств, эмоций, насколько ты в этот материальный мир это производишь, короче. Вот и все. Насколько вот тебе пришла идея какая-то, ты придумал что-то, но если ты это не материализовал, ты, значит, на самом деле даже не до конца искренен в этом. Потому что любая твоя искренность, ты хочешь ее в материальный мир воплотить. Ты хочешь кого-то полюбил, ты хочешь его сфотографировать как минимум, запечатлеть детей своих. Сколько мы фото-видео снимаем детей. Из-за этого люди вот как раз рисуют картины, создают бизнес из-за того, что их какая-то боль там сильно озарила, там им какой-то кофе не нравился, они сделали этот формат, там, нутелла, да, как появилась, шоколад, не было инструментов, они вот вывели этот замечательный рецепт. Исходя из боли, любви, искренности, это все взаимосвязано на самом деле. Да. Ну, самый лучший пример, когда вот ты же искренне в туалет хочешь, например, ты же бежишь, вот эта сила воли какая у тебя легендарная на этот момент. Ты уже, то есть, в смысле, там, если даже дверь закрыта, ты там, не знаю, пойдешь, ты ее пробьешь. решение. Да, то есть соседу зайдешь, да, условно, там. И вот как раз твоя проницательность, когда ты понимаешь, ну, например, ты понимаешь же, что мы все знаем, друзья, что лучше просыпаться рано утром и двигаться. Да. Но мало кому хватает силы воли. Да. И вот оно вместе, вот оно как бонусом, знаешь, идет к этим двум факторам. 100%. Просто как дополнение, сейчас пока ты просто говорил, и я про это размышлял даже. Я тут, можно, добавлю? Давай, Для себя я такую вещь понял. Вот из бокса. Я, короче, что сделал? Я хотел свой немножко характер изменить. Вот именно вот добавить больше такой жесткости, настойчивости, дерзости, уверенности. Я пошел на бокс. И я начал ходить в июле или в июне, короче. И у меня как бы реально не очень получалось вначале. Ну, прям вот я смотрю со стороны эти видео, я там жира побольше, я такой какой-то неуклюжий и так далее. И вот из-за того, что я себе установку вбил, как бы, что я все, там, хочу несколько лет минимум этим заниматься, разобраться хочу в боксе, понять его. И я, короче, вот сейчас на данный момент там больше полугода хожу, и я прям чувствую большую разницу. И вот эта вот сила воли, именно стабильно ходить, не пропуская. Даже сегодня у меня с тренером был прикольный разговор. Я, короче, говорю, брат, нужен новый уровень там в боксе. И он, короче, что-то его, не знаю, почему-то это триггернуло, короче, и он чуть-чуть разозлился на меня. И он говорит, это от тебя зависит. И я тут, прикинь, говорю, эй, я хожу стабильно, это от тебя зависит. И он такой,
Ну да, по идее, короче, ну знаешь, потому что Ты его передавил, потому короче. что я реально хожу каждый день, ну каждый раз искренне, вот, ну прям стабильность, вот постоянно в одно время, каждый там вот 3 раза в неделю. И он такой сразу, да, блин, правда, ну это правда, типа, давай, ладно, все, окей, договорились. И я начал чувствовать, как мои удары и вообще вся вот эта спортивная, так скажем, моя вот эта подготовка, она прям апгрейднулась. И если бы не вот это постоянство и сила воли, я потом понял, блин, все просто. Ну просто занимайся одним делом там долгое время, стабильно, системно, постоянно, ну все, типа больше никакой магии. Это и есть магия сама. Да. Сложность в том, чтобы заниматься чем-то постоянно. А если ты этим не занимаешься постоянно, то вопрос тебе, искренне ли ты это хочешь. Вот я люблю, например, пить кофе. Я же постоянно кофе пью. Да. Я это не избегаю. Но когда надо пить витамин там, D3 какой-нибудь, забываешь про него, знаешь? Думаешь Да. потом. Но Вот. если бы были, не дай бог, проблемы со здоровьем, не забыл бы Вот, там 100%. сразу, конечно. Окей, все. Третье зафиксировали. Сила воли, так, слэш настойчивость. Окей. Что еще? Четвертое. Я заметил в этих людях то, что именно в исключительно успешных, да, таких Да. людей, если это женщины, они круто свой материнский инстинкт использовали в работе и в каком-то деле. Допустим. Ну, вот это забота, опека, вот очень сильно они вот свое женское начало используют. Да, вот именно материнское такое. Знаешь, вот в политике есть такие люди, очень многие женщины, которых я замечал, в бизнесе, в корпоративной сфере. Ну, у нас очень много же, на самом деле, женщин в стране или даже за рубежом, которых Да, я встречал. успешных. Наверное. Да, у мужчин я видел то, что это чувство братства и командный дух, условно говоря. То есть это здесь уже больше идет, насколько ты взаимоотношения выстраиваешь. И вот чувство братства и долга, потому что один ты до туда не доберешься, это понятно. Но если ты проберешься, по головам пройдешь, у тебя конец будет не очень. Это вот из биографии, я не знаю, там сотни других. Ну, Юлий Цезарь, хороший пример, да, там его, в итоге же он плохо кончил. Его собственный сенат и зарезал же. Помнишь, да, его самый приближенный его человек Брут. Это по легенде, когда он, то есть, императором был, назвал себя абсолютным диктатором, самый крутой человек на планете Земля, обладает могуществом, которое мало у кого было, и вот свои же люди режут, и он сопротивлялся, и когда увидел, что Брут, это именно его приближенный, там много есть источников, то, что это там, возможно, его сын внебрачный был и так далее, самый приближенный человек, правая рука его, и он когда увидел, что он ему нож стыкает, он говорит, и ты Брут, как бы, и он перестал сопротивляться, да, как бы, и так закончил. Понял, что То есть, уже и всё. кончить, как Юлий Цезарь, не хотелось бы. Для этого всегда эти люди думают о других людях больше, чем о себе. Вот хороший учитель, он хочет, чтобы его ученики превзошли. Знаешь, классные миллиардеры, миллионеры, я вот очень много историй слышал про Сулейман Керимова, например, очень много слышал историй даже про там семью Ротшильдов и так далее, да, как они богатели все. Ключевой момент, они хотят, чтобы люди рядом с ними разбогатели. Блин, кайф. Ключевой момент. И это вот командный дух, чувство братства, твои родственники разбогатели. И именно не так, знаешь, искусственно, типа ты взял там Просто $1 миллион деньги на счет дал, перечислил, да. да. Ты им дал, создал вокруг них инфраструктуру, условия, обучил их детей, Поговорил, помог, и ты искренне сердцем это все делаешь. Да. Команда твоя, сотрудники твои, если ты заботишься, то ты растешь. Потому что когда я работаю, ну, как бы, будучи маркетологом, ко мне часто обращаются бизнесмены. Когда я разговариваю с бизнесменами, они, короче, чуть-чуть жлобятся на заработные платы, или когда хотят создать великую компанию, но не хотят людям платить нормально, я говорю, пока. Просто, ну, дальше смысла нет общаться, значит. Потому что если он не хочет инвестировать в людей, он не хочет инвестировать в компанию, пока он еще на более входящем потоке, нежели на исходящем. А как нам известно, это дуня, эта матрица, она устроена таким образом Всевышним, то, что когда ты больше хочешь отдавать, тебе больше приходит, короче. Как мы это можем качественно назвать? То есть способность, да, это можно сказать способность заботиться о других больше, чем о себе даже, да? Вот, да. Видишь, я здесь еще именно разделил как бы на мужчин и женщин. Да. У женщин, они когда вот заботу, опеку, любовь какую-то, да, они когда именно через это развиваются, даже в политике на самом деле, знаешь. Я как бы сильно взаимодействовал много с Аидой Балаевой, Аидой Галмовной, да. Она использует эти материнские как бы вещи в государственных делах. И это очень классно работает. Она вот к народу моментами относится как там к своим детям, которым надо там помочь и так далее. И это интерпретируется, и искренне вижу, что это ее пробуждает. Ну, политики — это хорошие люди, знаешь, почему смотришь на них, думаешь, зачем они это делают иногда.
в 6 утра каждый день без выходных пашешь, и еще ты всегда плохой. Ну, у нас в стране так. То есть у нас же не все люди государственные плохие люди. Это же нереально. Это нереально, но народ считает, что все. Да. Давай тут немножко вот поговорим. Я помню, знаешь, мне один раз очень сильно вот такая вот сердечная история. По-моему, у Ицхака Адизиса была, он рассказывал. Ты его вообще интервью смотрел, подкаст? Он Я его такой книги читал. душевный. Не, брат, посмотри, пожалуйста. Он приводил одну историю, когда в компании, короче, один тип, владелец, настолько помогал сотрудникам всем, то есть он всем зарплаты максимально, все, что хочешь, все условия создавал. И в один момент так получилось, что, короче, их город затопило, короче. И там все места были потоплены, все. И, прикинь, он приезжает, ну, все, думает, его производство остановилось там и так далее. Но все сотрудники, включая их семьи, дети, создали там какую-то крепость вокруг этого бизнеса, чтобы его защитить. И он стоял и плакал от того, что, типа, ну, вот так, типа, оно вернулось. Я вот даже сейчас говорю, аж у меня аж вот это, понял, типа, искренне, супер искренне, типа, ну, прикинь, да, вот, то есть это так работает. И мне кажется, что действительно такие есть. Я смотрю на реально таких людей, кто действительно успешен, они действительно хотят вот максимально, чтобы вокруг них, чтобы все расцветало. Чтобы не только они, да, процветали, у них все было хорошо, а чтобы наоборот, вокруг, и это, ну, как-то вот, да, реально, все вот так начинает это работать. Окей. Кстати, вот ты сказал Исхака Адизиса. У меня же сына Исхак зовут, второго. Он, кстати, как бы все равно повлиял на то, чтобы я даже как, ну, класс еще Исхак Адизис же, Исаак Ньютон, и пусть сын будет Исхак, короче. И я его такую толстую книгу читал, «Построение компании». Это самая известная его книга, там длинное название, но цикличность компании, то, что он эту историю раскрывал. И он как бы самый главный его кумир вообще, от кого он вдохновляется, это, кстати, Моисей. Он же еврей сам, да, он говорит вот, что Моисей и про Аарон, и про братство он очень много говорил. То, что он говорит, то, что все, что пишу, это, по сути, я взял у Моисея. Он в итоге сказал. Окей. Давай тут, знаешь, вот, чтобы закрепить практически вот эту мысль, я бы, наверное, задал такую бы, как бы, хотелось бы передать установку, что ли, в голову, что попробуйте относиться так к людям, как вы бы хотели, чтобы относились они к вам, да? Мне кажется, это лучше. Лучше. Да, просто типа вот одна такая мысль позволит, в принципе, ну, выстроить эти отношения. 100%. Просто вот начните с себя. Ну, все же говорят, надо начать с себя. Ну, и я туда же иду и говорю, что надо реально начинать с себя. И в то же самое время можно, кстати, этот вопрос перефразировать. А хотел бы я, чтобы так относились ко мне, вы можете так сравнивать, как бы, ну вот вы поступили, вы чувствуете, что что-то не то. И вот этот вопрос тоже, если себе поставить, то ты понимаешь, ты корректно поступил или нет. По сути, фильтр людей, да, можно. Фильтр этики, по факту. Это да, классно. Супер. Пятое, это, знаешь, мне кажется, это способность оставаться на позитиве. Если смотреть, вот у меня, короче, такое ощущение появилось в последнее время, что все можно хорошо интерпретировать. Любую ситуацию можно хорошо интерпретировать. Типа, произошла какая-то ситуация, ты опоздал куда-то, так можно расстроиться, а можно сказать, ну, значит, там, возможно, что-то не нужно было, да, для меня, условно. И вот эта вот способность всегда выбирать вот позитивную реакцию, да, она как будто бы тоже толкает вот вперед. Потому что я смотрю, что у пессимистов жизнь все хуже и хуже с каждым днем. Среди родственников там есть люди, которых я наблюдаю за их жизнями, да, условно, и я вижу, что, ну, ты сидишь, общаешься, а у них все плохо. И в стране все плохо, и на работе все плохо, и в семье все плохо, и все плохие, и все не так, и все вот там надо вообще все менять. Точка зрения, она определяет все же, по сути дела. Да, а смотришь на людей, которые продвигаются в жизни, да, у них все хорошо. И говорят, и в стране возможности есть, и в компании, ну и хоть и кассовый разрыв, но это зато мы поняли точки роста наши. Вот так говорят, видишь же? Сотрудник кинул, украл идею, но зато я понял, кто свои люди. Да. И ты такой на них смотришь и думаешь, с одной стороны, ты дурак, и это реально так, но говорят же, дуракам везет. Везет. Скорее всего, 100%. Просто вот эта способность постоянно выбирать силы воли, силы духа, силы, не знаю, там, сознания, позитивную реакцию и позитивную интерпретацию всего происходящего, как будто бы тоже сильно продвигает вперед, мне кажется. Ну, конечно, ну смотри, например, если бы я смотрел на то, что, ой, у нас в Казахстане все плохо, мы третья страна, там, третьего мира, у нас там коррупция и так далее, я бы в этой стране ничего не делал, скорее всего. Ну, ты же веришь в будущее этой страны же, как бы.
что здесь все получится, и мы создадим лучшее место, в котором мы хотим жить. И ты как бы из этой точки зрения веришь в это, и ты это создаешь. Правильно же? Если бы ты увидел, ну, у тебя ребенок растет, ты думаешь, что ребенок будет плохой, ты же ему времени не будешь уделять, правильно? Как бы он, скорее всего, так и случится. Если ты веришь, да, если ты веришь, что у тебя ребенок, прикинь, да, ты будешь в него деньги вкладывать, если думаешь, что он классный, гений, он и будет сам в это поверить. Пожалуйста, тут очень уместна турецкая цитата. О, абичим. Ракил, я вам вот так пас вот так даю. Я вам так навес кидаю. Арике, вы когда сказали, да, Арике, вот так через себя. Да, через себя надо бить. Вот в Котеле учился, в 7 классе, заходишь в кабинет турецкого языка и стояла надпись, которая гласит: «Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından tek lezzet alır». Это фраза Джалаладдина Руми. Кстати, Руми сейчас самый цитируемый философ в западном мире, потому что они сейчас сами устали от своих западных философов, начиная от Сократа, Аристотеля, гегелевской, Ницше философии, они сейчас уже перешли больше, вот их Восток сейчас веет, потому что от вот этого материализма они устали, у них там все на антидепрессантах живут, и из-за этого там еще в 70-х это началось, они вот буддийские истории искали, и сейчас вот Джалаладдин Руми пришли. Он в Гугле один из самых в поисковике больше всего убивается. Это его фраза, и она как в переводе означает. Хорошо, ну, қазақша айтқанда, да, казахи легко поймут. Хорошо видящий, смотрящий на объекты, на вещи, хорошо думает. От того, что он хорошо думает, он берет от жизни только лишь одно наслаждение. То есть не замечать недостатки какие-то, даже в чем-то, смотреть только на позитивные стороны, ты берешь от жизни только одно наслаждение. Вот мне многие люди даже говорят: Расул, почему у тебя получается взаимодействовать с людьми? Ну, типа, нетворкинг выстраивать, условно говоря. Ну, почему тебя любят, короче, люди? Вот такой вопрос очень часто слышу. Я думаю, по воле Всевышнего, самый ключевой фактор, я просто не замечаю недостатки других людей. Вот человек там плохой, кидала, там. Вот часто бывает, что какой-то мошенник всех кинет, меня не кинет. Часто бывает, там какой-то вор у всех сворует, у меня не сворует. Потому что я не отношусь к нему как к вору, я к нему отношусь как к человеку. Если он, например, вот ты смотришь человека, как будто ничего святого, но вдруг смотришь на взаимоотношения с его матерью, и оно перевешивает твое взаимоотношение со своей мамой. И я уже стараюсь уважать его даже за этот фактор. И люди всегда ценятся, ну, всегда стремятся друг к другу, когда ты видишь только позитивные стороны. Может быть, тогда как практику, да, такую, я бы что сделал? Каждую ситуацию, в которую попадаете и чувствуете, что сейчас можно там конкретно занегативить, может быть, задать себе вопрос, типа, а как можно сказать, вот, типа, а как можно позитивно на это взглянуть? Да, типа, а что здесь хорошего есть, что здесь благого да, есть? Да, можно там, чему тебя хотели научить здесь, Да, в этой ситуации. да, вот все. Всегда, когда какой-то кипиш со мной случается, я думаю, вот, Расул, это сейчас ты получаешь как бы урожай, либо запас для своей будущей жизни, чтобы ты потом с меньшими ошибками это совершил и более мудро поступил. В прошлом выпуске Асхат Абжанов подарил для вас 10 книг. И вот 10 победителей, которые написали свои инсайты и как они это будут внедрять в жизнь, да, практику. Поэтому, если вы хотите в этом выпуске забрать какой-то приз, то смотрите его до конца, там будут все условия. Погнали. Двигаемся дальше. 6-е качество. Что, я думаю, это, знаешь, что можно сказать здесь? Біздің Стив Джобстың ағамыздың сөзі. Stay foolish, stay hungry. Вот оставаться голодным как бы на знании, ну и вообще быть голодным. Быть всегда в состоянии ученика, чтобы тебе всегда было мало. Знаешь, я в себе какой момент заметил? Я так думаю, вроде всегда рост в доходе, а сейчас чуть-чуть остановился. Потом я такой момент заметил, что когда я понимаю, что у меня там 20 миллионов тенге когда стоит, примерно на счету, я знаю, я, короче, чуть такой становится. Такой, уже. Толстый домашний кот. Вот, прикинь, всего 20 миллионов. Я говорю, Расул, тебя 20 миллионов останавливают. Энергии, прикинь, меньше становится. Я думаю, ужас, меня это сильно ужаснуло. И уже как бы я пробил этот момент, потому что еще обманываешься, знаешь, типа, ну ты в Stay Foolish, Stay Hungry же, да, ты учишься, вроде сидишь, книги читаешь, подкасты, с людьми общаешься, да, а оказывается у меня именно с материальной точки зрения уже я hungry перестал быть, ну потому что мне на самом деле много для жизни не надо. На самом деле в материальных благ мне вот честно, искренне говорю, мне достаточно. Но я понимаю, что нужно все равно пробивать новые потолки для миссии как бы. И вот этот голод везде оставлять. Быть голодным даже, знаешь, чтобы улучшать, ну, как бы в семье у своей, да. Ты вот детям вроде достаточно уделяешь времени, а нужно еще больше.
Вот там с ними дартс я покидал с детьми вчера. Подумал, блин, их же чему угодно можно учить. Как они радуются, когда они попадают там, да, условно говоря. Там с женой вроде думаешь, время проводишь, а по идее же можно тоже улучшать там голод, да, какой-то развить. Ты Непрерывное думаешь, постоянное улучшение. постоянные знания, ну и все эти люди, которые есть, вот я на самом деле вот этот голод, знаешь, у кого, наверное, увидел, это следующий фактор я добавлю. Давай, это я давай, следующий давай, добавлю. все, все. Это я обязательно, который Окей. помогает оставаться голодным. Давай. Это интересная история. А вот именно У кого ты заметил? вот это чувство я вот у всех увидел. Знаешь, ты вот знаешь, как бы казалось бы, зачем бизнесменам? Вот ты открыл 100 точек, вот зачем? Зачем Starbucks так расширяется? И вот это stay foolish, stay hungry. Кто сейчас самый мотиватор на планете Земля, которого все в пример приводят? Илон Маск? Илон Маск. Да. Чуваку Земли мало, понимаешь? Он уже на Марс решил. Он вот этот свой потенциал уже за пределы этой стратосферы выводит. Да. Видишь? И вот и у него задали вопрос, типа, чувак, ты ердыр. Нафига, типа? Нафига, да. И он начал же историю говорить, то, что я там прочитал книжки в детстве про путешествия по галактике, и вот мне это вдохновило, этот голод мой остался. Я тоже недавно с кем-то общался, говорю, блин, по сути, мы же вот, когда мечтали, сначала все делали, мы же, по сути, хотели что? Хату, машину, и все же, Да, по сути. Хата, машина ну, чтобы тебя за человека еще считали. Да. Хата, машина получилась, за человека считают, и ты такой, ё-моё, я давно, оказывается, уже это, прошел. И по идее, типа, все, что сейчас происходит, это уже просто игра. Реально, ты просто уже играешься в это. И реально, вот, допустим, там, вот с Адилем Тазбатом пообщаешься, он реально горит идеей там попасть в список Forbes, да, допустим. Да, вот и может плохо становится, да? Да, он трепует. Я помню, раз мы с ним едем после бани, где-то 1:30, и он вот так сидит бледный и говорит, как попасть туда? У него прям болит, понимаешь? Но мне, знаешь, что болит, что? Да. Из такого, что самолета нет. Пожалуйста, Где-то. что вы понимали. И это к тому, что типа, зачем? Просто это вот игра такая. Тут, я думаю, нету какой-то практики, потому что оно все вытекает из, мне кажется, вот ты говоришь, следующий фактор. Давай на счет 3 скажем, интересно, вот совпадет, не совпадет. 3, 2, 1, видение. Любопытность. Ну вот оно похоже. Видение это любопытством они взаимосвязаны все равно. Да, окей. Давай ты свои мысли раскрой, может. Да, вот про любопытство, вот я это вот реально Вячеслав Кими заметил. Я с ним, конечно, немного раз пересекался в жизни, но один раз мы очень прям тесно, глубоко общались. И он, когда стоял, человек-миллиардер, создал компанию, которая уже как главная компания Казахстана чуть ли не, правильно? Который, конечно, пример. по факту. Все приезжают, говорят, Казахстан, Каспий, it's like really super rap и так далее. Все гордятся и так далее. И ты с ним общаешься, как будто с ребенком общаешься. Во-первых, да, он сейфурис, и он любопытный, ему реально искренне интересны какие-то вопросы. И вот, то есть ты не видишь перед собой агашку. Вот это, знаешь, стереотипный казахский миллиардер, кого ты представляешь? Такой, диктатор, там, агашка, здесь такой. Толстый такой. Да, он такой, там вот это, братья, мы сейчас вот так, а вот это, а это как? Надо же, то есть искренне удивляется, знаешь. Я думаю, прикольно как бы, и там, знаешь, он так в процессе, ему интересно настолько было, когда мы ему там рассказывали сейчас там, чем молодежь занимается и так далее, там, финансы и так далее. К нему приходит вот там телохранитель или кто там, СБ, подходит, говорит, там, Вячеслав такой-то, сейчас забыл, как по отчеству, он говорит, у нас рейс, говорит, мы опаздываем. Я говорю, перенеси на 30 минут. И дальше так общаются как бы. И рассказывают эту историю. Я думаю, да, понимаешь, насколько ему любопытно было, что он рейс перенес. И во-вторых, насколько круто, что время под него подстраивается. Ну, типа... Не ты ждешь рейса, а рейс ждет тебя. Да, вот уровень. Окей, где-то еще в Лондоне на час двинулась встреча еще примерно. Окей, хорошо. Вот, давай я тогда сюда еще добавлю. Это, мне кажется, все-таки большое видение. То есть какая-то большая идея, для чего ты это все делаешь. То есть у всех этих людей есть какое-то большое зачем, объяснение себе, команде, людям вокруг, зачем он это делает. Саймон Синик, Golden Circle. Что это? Ты говоришь про зачем он это делает, и про видение компании. Это основа моей работы в маркетинге. Да. Это золотое кольцо Саймон Синика. Зачем? Окей, все. Вот я просто сейчас со своей призмы скажу. Я думал, ты к этому ведешь просто, прикинь. Большое зачем, по сути, и объясняет, для чего ты все это делаешь. И оно сразу... Вот я понял, что у людей, у которых нету долгосрочного видения, кем они будут через год,
через 2, через 3, через 4, через 5, через 10, через 15, через 20 лет, там, и тем более там, через десятилетия, они, по сути, суетятся на месте. И непонятно, как отследить, ты развиваешься или не развиваешься. Ты не можешь сравнить. А ты, когда ставишь свою цель на несколько лет и потихоньку двигаешься, ты можешь понимать, ты правильно идешь или неправильно, и радоваться также победам, когда ты реально двигаешься в свою сторону. И, кстати, это еще сильно стабилизирует жизнь. Вот у меня был период, год, когда я не знал, что я хочу и кто я, куда я иду. Я помню это время. Да. И вот это было реально стрессово. И мне, когда люди пишут иногда в дайректе: Арман, чем мне заниматься, кто я, что я примерно чувствую какое-то переживание. Это реально, это ужас. Вот я клянусь, вот это реально страшно. То есть вот когда ты не знаешь куда, у тебя как будто компас летит, или ты как будто... Вот было в детстве из хаты выходишь бесцельно? Да. Это же ужасно. Ты начинаешь листья рвать вот так. Ну, GTA играть без миссии скучно. Да, нужна какая-то цель, какая-то большая причина, зачем. И вот когда ты начинаешь это выстраивать, ты, во-первых, все сверяешь. Тебе нужна эта встреча? Не нужна. Тебе нужно туда идти? Не нужно. Тебе нужны эти знания? Не нужны. Тебе нужно сейчас этот подкаст смотреть или не нужно? Тебе нужно... Вот, ну, как бы вот все уже идет следствие вот этого видения. Какое у тебя видение получается сейчас лично у тебя, вот сформировавшееся, вот миссия, видение и так далее? Насчет миссии я не могу сказать точно. Насчет долгосрочной цели я могу сказать. Ну, это личный такой, да, момент. Насчет долгосрочной цели есть там личное в жизни, личное в компании. Вот какое? Ну, в целом, что ты можешь поделиться и так далее. Да. Потому что когда ты говоришь, условно говоря, о своей миссии, зачем ты живешь, зачем ты ведешь этот подкаст, можно было бы не париться, да, правильно? Знаешь, это лучший способ как раз вот и команду собирать и так далее. Вот можешь что-то поделиться, зачем вообще? Может, сейчас у многих людей это зачем кто-то у тебя ее переимет и так далее. Да. Ну, давай, допустим, в рамках компании возьмем. Я в рамках 5 лет хочу создать такую... Vision Startup Studio — это компания, которая создает разные проекты, которые приносят наибольшее благо для наибольшего количества людей. Поэтому мы делаем все проекты массовыми, доступными, и чтобы они были реально очень полезны, с превышением. И я хочу именно вот то, чем могу поделиться, именно создавать те проекты, которые оставляют свой вклад. Вот, то есть, допустим, для чего я пилю подкасты, да? Я по факту сказать здесь, я иногда там приглашал гостей платно, да, но по факту я все время здесь в минусе, ну, как есть, если говорить. Ну, вот это вот я объясняю, почему я этим занимаюсь, потому что, да, допустим, я вижу, что подкасты, исходя из комментариев и обратной связи, я понимаю, что они реально оставляют свой вклад. И вот, ну, так вот, степ-бай-степ, я думаю, дай бог там за жизнь накопится что-то хорошее, да, скажем так. Поэтому я вот занимаюсь и собираю команду, терплю, там, не всегда получаю деньги, иногда получаю меньше даже, чем сотрудники, да, условно, но потому что есть вот это большое зачем. И есть также наперед, мы с нашим вот этим консультантом, прикольная практика есть, ты пишешь на десятилетия вперед, кем ты хочешь быть, что ты видишь, и мы вот так вот там до 100 лет прописали. И если я вот, дай бог мне, бог даст до 100 лет прожить, то я примерно знаю, что я буду делать. И это вообще жизнь вот так, вот так выравнивает. Вот тут практика, не знаю, может кто-то из таких ребят, вы же такие заряженные, попробуйте типа на десятилетие там, кто вы в 20, там, в 30, в 40, в 50, 60, чем больше вы это распишете, тем больше у вас будет вообще такой, ну не знаю, стабильности в жизни. С ChatGPT это еще круто разогнать. Да. Он прям разгоняет хорошо. Да, вот. А ты можешь поделиться своей долгосрочной? Да. Ты зачем двигаешься? Вот у меня зачем миссия, она формировалась очень много лет. То есть я, типа, вопрос, зачем ты живешь, это вот вроде Марк Твен, да, говорил, 2 главных момента в жизни человека, когда он рождается и когда он понимает, зачем он родился. Оно даже связано всегда, вот думаю, и с моим именем и так далее, с моим бэкграундом, историей. Я еще тот человек, у меня по Gallup-тесту connectedness был там один из самых высоких качеств. Соединять какие-то точки вместе. Сейчас вот оно у меня в био в Инстаграме написано. Там я написал так, что как бы маркетинг нынешний, да, он устроен таким образом, то, что понять вообще сердца людей, залезть к ним туда, чтобы потом попасть к ним в карман. Вот нынешний современный капиталистический мир, маркетинг, западное, оно все так устроено. Мы же как бы все равно оттуда все берем. Мое же другое, то есть да, как бы понять сердца людей, залезть к ним, но для чего? Для того, чтобы показать им правильное направление в бизнесе, личной жизни и политике. То есть у меня такое направление. И здесь оно связано как раз вот с слоганом, который вот в потоке был тоже «Найди себя». То есть в первую очередь найти себя,
как раз второй фактор — помогать людям находить себя. Это вот оно вот с этой миссией все взаимосвязано. И как это приходит с моим именем связано, вот Расул — это от арабского слова происходит рисаля. Рисаля — это послание. Расуль — это посланник, то есть тот, кто доносит послание. То есть какие-то определенные послания, которые надо доносить до общества. То есть я такой должен доносить просто инфу. Ну вот чем ты сейчас и занимаешься. Да, ну тебя зовут Арман, у тебя Vision подкаст называется. Это, по сути, мечта же на казахском, да? Это то, что вот тут есть где-то. Арман, если вот так, Арман — это вот то, что вот здесь какой-то стоит, и ты к этому трепетом к этому относишься. Правильно? Да. Vision — английское слово Арман. Да, то есть это да, dream, да, vision. да. Все очень взаимосвязано как бы. Вот это моя миссия. Я для этого на самом деле живу. Как бы в первую очередь как бы людям, своему окружению, своим детям, своей семье, родственникам, друзьям, алматинцам очень сильно говорю. Потом Республика Казахстан, на самом деле, потому что я хочу быть одной из ключевых причин, как я говорил, да, то есть чтобы Казахстан был культурно, экономически, духовно развитой страной. Я вот хочу, чтобы наши внуки вот как сингапурцы были. Вот ты когда общаешься с нидерландцами, сингапурцами, я прям с ними общаюсь, вот смотри, у нас у всех такая система, мы хотим развить страну, да, типа мы будем Казахстан, там, мы хотим там Казахстан и так далее, там хотим, стремимся, мы радуемся, когда кто-то стреляет. Вот, ну, нидерландцам это не нужно, да, они уже это прожили несколько сотен лет назад. Там сингапурцы тоже уже приехали, короче, они. И когда ты с ними общаешься, ты чувствуешь их вот этот какую-то гордость определенную, понимаешь, за страну, они там в пример ее ставят, и у них уже рамки далеко за их страну вышли. Ну и так империями потихоньку и становятся, да, как бы. Да. И вот наше былое могущество, которое было когда-то, его вернуть, как бы, и оно вот с этим всем взаимосвязано. Окей. И как бы вот эта игра, из-за этого вот политикой занимаешься моментами, потому что высший уровень игры — это по-любому политическая игра. Давай перейдем к следующему. Мне кажется так. Духовная, эмоциональная и психологическая стабильность. Вот мне кажется. Душа, разум, тело, да? Да, потому что без этого, я думаю, никак. И мы с тобой видели примеры, и я видел там отдельно тоже примеры, что когда человек, допустим, эмоционально и психологически не готов к уровням, да, он начинает там нервничать, да, там какие-то вещам, то есть как будто его ключи не подходят уже к каким-то новым дверям. Он как будто все время засовывает одни и те же ключи, и они срабатывали, да, но потом новые уже ключи, нужен где-то пароль сенсорный, где-то отпечаток пальца, а он пытается ключом все пробить, да, условно. И вот я тоже услышал эту мысль у Дашкиева, он какой-то приводил исследования, где мировых лидеров изучали, и они, именно люди, которые способны в каждую единицу времени поступать так, как требует эта ситуация. А чтобы быть таким, нужно же быть эмоционально, психологически и духовно уравновешенным человеком. То есть не поддаваться эмоциям. То есть происходит ситуация, у тебя может реакция произойти, и ты можешь там заглючить и там начать мочить всех. А там не надо было мочить всех, да? Там надо было наоборот поговорить, пообщаться, исследовать вопрос, что-то исправить в себе, в компании, да, допустим. Да. И бах, все, вот ты прошел дальше. И вот как будто бы я думаю, что эти люди, когда я их тоже смотрю так, они чаще всего разные в разных ситуациях. Они не такие шаблонные. И же вот для меня самый один момент запомнился. На свадьбе у Жеки там какой-то был пацан, он вот такой. И я заметил, он вот так зашел, изначально, вот так поздоровался со всеми. Таразовский такой, да? Ну, я не знаю, кто он там, просто он вот такой. И потом его позвали на я даже сказал, позвали его, так сказал, чтобы ты понимал, бывает. Потом его позвали на танец. У него в WhatsApp герб стоит, да? На аватарке. Да, или волк, да. Его позвали на интерактив. И он вот так вышел. И ему вот так вот микрофон дали, ему надо было ответить. И он четко ответил вот так. И я такой думаю, вот ты, окей, ладно, я его бэкграунда не знаю, у него по-любому там какие-то, видимо, были травмы психологические, не знаю, что там произошло в детстве, да. Зачем, да? Просто думаешь, расслабься, братан. Типа, никто сейчас с тобой по разам не будет вставать. Это свадьба твоего друга. Все тут доброжелательные, у всех настроение веселое. Зачем ты напрягаешься? Да, у него с IQ проблемы, Он не считал, что в этой ситуации не надо так двигаться. И он как будто, знаешь, все время на шаблоне этом двигается.
Я же перезвоню позже, это автосообщение, же такое. Да. Ну, это вот как раз именно в Южном Казахстане, особенно в Таразе, видишь, там же много тюрем было и так далее. И в том районе, условно говоря, любое проявление доброты, мягкости, оно проявление слабости, а ты там так в жизни можешь лишиться имущества какого-то в то время. Сейчас уже у нас справедливый Казахстан, да, только... Ну, брат, ну смотри, ну именно, да, вот в моменте, я говорю, в ситуациях жизненных. Да, нет, я 100%, ты просто про его это сказал. Да. Поэтому тут, наверное, ну, у каждого тут свой путь, да. Я тут думаю, ну, там, религия, духовность, какие-то психологические, да, там, сессии, я не знаю. Ну, то есть у каждого тут свой формат, как ему именно вот эту штуку стабилизировать. Ну, все работает, во что ты веришь, поэтому. Вот 9 я точно знаю, что. Это справедливость. Мгм. Мое понимание справедливости, когда вот ты еще сказал, вот именно духовно это как раз, ты когда у тебя вещи все укомплектованы, ты по-любому будешь справедлив. Потому Мгм. что вот как раз справедливость это когда все стоит на своем месте. Вот для меня обозначение справедливости это. Виновник виновен, как его, невиновный невиновен, сотрудник получил вовремя зарплату, он сделал вовремя работу свою, клиент заплатил деньги, его Получил обслужили, продукт. получил сервис, правительство выпускает законы, которые нужны в данный момент, не защищая интересы большинства населения республики и целых интересов правительства. Народ ходит на выборы, ну вот справедливость, короче, когда Синхронизация. дети, мужчины, женщины выполняют роль женщин и так далее. Все стоит на таком балансе, короче. Все на своих местах. Да, все на своих местах. Это вот на самом деле, потому что вот ты посмотришь, вот эта справедливость, она ключевая. Это еще как-то связано с этикой, я думаю, да? Да, ну вот Луи Виттон. Почему Луи Виттон, да? Потому что сотрудники получают вовремя зарплату, высокую зарплату, если они хорошо продают. Они обслуживают классно клиентов. Ты получаешь товар, ты получаешь качественный товар, который соответствует этим деньгам. Ты получаешь тот социальный статус, эстетическое удовольствие, которое ты хочешь. Ты хочешь забыться в своих проблемах через шопинг. Луи Виттон, Гуччи это круто выполняет. Ты приходишь там в крутые мировые бренды, которые все мировые крутые компании, они очень справедливые. Они выплачивают дивиденды своим акционерам вовремя. То есть у них все классно. Поэтому они процветают. Да. Недавно вот мне мой друг рассказывает историю, как он с одноклассником по телефону разговаривает, он юристом в Америке работает. Он говорит: братан, для меня самое главное, почему Америка это Америка, все равно это number one держава, в мире даже не обсуждается, ее все в пример будут еще несколько столетий ставить. Справедливые суды, говорит. Я, говорит, он сам юрист, и говорит, я сам просто кайфую, говорит, на каких решениях судья принял определенное решение. Почему он принял такое? Я, говорит, я удивляюсь, насколько это справедливо, я кайфую от этого, говорит. И что юристы там действительно нужны, потому что там законы работают, да? И вот мы как общество в этой стране должны как раз к этому и прийти все. Это вот справедливость, хадис пророка Мухаммада, выплачивая сотрудникам там, как у них капля пота выпала, знаешь, да, такой, выплачивая зарплату своим не сотрудникам, людям, которые на тебя работают, пока у них капля пота, то есть максимально мгновенно выплачивая вовремя деньги. Да, вовремя. Вы договорились 1 числа. Да, вот такие вещи, как бы к ним стремиться надо, к этой справедливости, которую сделать. Я уверен, что если мы у себя сами, и это все миллиардеры, они такие, вот знаешь, ты с миллиардерами многими взаимодействуешь, они не опаздывают, они типа вовремя приходят, вовремя уходят. И именно исключительные, которые не только просто, знаешь, быстро бабки срубили, а у которых это, знаешь, как тебе сказать, sustainable, как это, устойчивый бизнес, устойчивые миллиардеры. Таких мало стабильные. у нас. Да, стабильные такие, Да, знаешь, которые... Вот у них у всех вот этот фактор справедливости сильно есть. Ну, например, обогатились олигархи, получили, они же несправедливо это получили. Да. Несправедливо стали, и вот и слетели все сейчас. Кто-то в тюрьмах уже потихоньку, кто-то в бегах. Дети стыдятся выкладывать какие-то фотки в Инстаграм, дети Акимов и так далее. Потому что нету справедливости в получении их средств. Многие люди почему не могут вести личный бренд? Когда я с человеком общаюсь, он такой говорит, да нет, зачем личный бренд? А хотя я вижу, что он хочет, потому что интересуется. А что, и так начинаешь копать, а оказывается, у него там темки какие-то левые есть, взаимоотношения с неправильными людьми. Он там, я не знаю, там жене изменяет, из-за этого не может вести соцсети, короче. Наплодил много несправедливости, да. И поэтому теперь должен быть маленьким, скрываться. То есть я тоже, знаешь, когда у меня озарение было, люди, которые не фоткаются, там, скрываются, вот это все,
Там что-то есть, короче. Там не потому, что они крутые, оказывается. Ну, как бы, в основном там они что-то скрывают. Это как есть, короче, по-моему, Улбек выкладывал в сторис, рассказывал как его зовут, этот продажник из Америки, который топовый. Вот сегодня обсуждали. Еще из команды Трампа. Вот ты его сказал имя, я его не знаю. Да, вот сейчас мы вставим имя, и он говорит, мой папа мне всегда говорил в детстве, типа, не высовывайся, никогда не показывай деньги. А потом я, говорит, просто понял, что он был нелегалом, который работал здесь незаконно, и поэтому он не мог это делать, а я-то законно все делаю, поэтому я миллиардер и могу об этом спокойно говорить, потому что у меня все справедливо. И он такой, когда это выложил, да, я такой думаю, блин, прикольно. Вот многие вот такие установки даже, да, не светись, не делай то, этого, говорили люди, которые просто что-то делали не очень справедливо, неэтично, да, по сути. Да. Вот такое озарение тоже. Ну и 10-е, давай зафиналим. Вот, не знаю, я вот пока ты говорил, мне кажется, знаешь, ключевое, наверное, это вот любовь, просто вот именно вот это слово максимальное ко всем сферам жизни, к Богу, к семье, к людям вокруг, к делу, к сотрудникам. Вот не зря, да, вот все там религии, философии, там, не знаю, я очень много люблю изучать разных направлений. Там все об одном и том же, это именно вот это чувство любви, да. И я вот помню, у нас вот подкаст был с Маргуланом Калиевичем, он говорит, любовь лежит в основе этого мира. Все, говорит, это 100%. просто единственная формула, которая все разворачивает и эту реальность плавит, да, буквально. То есть ты делаешь там дело свое, там, подкаст, ты его записываешь с любовью, и это доходит до людей, да. Ты там делаешь, не знаю, элементарно, вот я вот постоянно своей команде даже говорю, мы с вами вот Реал Мадрид, да, и вот там нет такого, что есть какой-то нападающий, один звездный, он забивает голы, и все, от него все зависит. Нет, нифига. От защитника зависит отбитые голы потенциально, которые могли залететь, да. От каждого, если каждый будет на своем месте стоять и делать максимально с любовью свое дело, отдаваясь на 200%, мы вместе можем достичь очень многого в жизни. И вот почему, да, есть там, даже вот если в параллель с футболом проводить, есть Реал Мадрид, а есть какой-нибудь там клуб, я не знаю, сейчас боюсь обидеть, какой-нибудь сказать там, вот давай ты скажешь, чтобы тебя захотели еще. Лиц. А? Лиц. О, все, слава богу. Ну, какой-нибудь наш, конечно, казахстанский там нас захейтит, да. Лиц. Ну, Реал Мадрид сам по себе тоже не прям. Ну да, но это такой, знаешь, пример, что все поняли, типа Барса, Реал Мадрид. Вот Барса, да, скажи, ладно, Барса и Лиц, да. Все, Лиц, да. Да, там 11 человек, и там 11 человек, да, но вот здесь вот каждый что-то делает правильно и компетентно, и там нет такого, что защитник хуже нападающего или вратарь, там, который, может, стоит, до него не доходит. Каждого игрока жизненная биография, насколько он сильно любил футбол, насколько чем он жертвовал ради этой любви, ради этого спорта, и каждого вот вратаря, защитника, футболиста, исключительная история. Прикольно. Мы сегодня, знаешь, сидели, делали распаковку к нашему, там, будущему продукту и описывали я описывал, что мы делали там в Юфрейме и так далее, и там, прикинь, такой был момент, что я аж сам осознал. Я говорю, блин, мы, по идее, вообще не думали о деньгах, мы просто делали то, что любили. И я вспомнил, там у Тифеста есть такой исполнитель, у него есть эта строчка, он говорит, мы просто делали то, что хотели, и нас просто несло. Типа вот мы реально делали то, что любим, и вот просто вот так вот, само вот так вот притягивалось все события, все люди приходили. И я такую мысль сказал в моменте и думаю, реально же правда, я в это верю, что каждый на своем месте, кем бы он ни был, искренне считаю, даже там, не знаю, ну, в смысле, не даже, я имею в виду, любой человек, любая профессия, любой, да, если он будет до конца делать максимально с любовью свое дело, мне кажется, он достигнет просто максимального успеха, да, вот этот сушист из Японии, который делал суши, да, сколько-то там лет, Мишлен. И к нему уже там Барак Обама подтягивается, да, он же мог и в другое место же пойти. Почему именно к нему? Потому что он вот уже этим долго занимается, делает это с любовью, сам все отбирает, щепетильно относится к своему делу. Вот все, и эта реальность, она вот так подстраивается, короче. Трамп, типа, вот я реально думаю, что он реально, вот я сколько слушаю его, он реально Америку любит. Он когда говорит, типа, we stand here for America, the greatest country, я защищаю интересы американцев, он реально это делает. Он реально, потому что когда бизнесмен был, он Нью-Йорк хотел, он же Нью-Йорк, Трамп Тауэр, он реально любил Нью-Йорк и хотел его круче сделать. Я еще тоже скажу подтверждение, когда у них был Зеленский момент вот этот, потом он выходит в кепке Make America Great Again, короче, в красной, выходит, и мне понравился, да, он на таком позитиве вышел, несмотря на вот эту ситуацию.
И у нас такой, быстро так пальцем смотрит, кто, давай ты, короче. И он ему вопрос задает, и он, знаешь, как отвечает, типа, да, у нас там на столько-то процентов мы повысились, Америка процветает, у нас все прекрасно, да, Apple вложили 500 миллиардов долларов, у нас все хорошо, мы там... И я вот сижу, и я понимаю, что он реально лидер, за которым охота, ну, типа, идти, следовать. потому что он реально горит этим, и он убедительно, да, накидывает, что все хорошо. И, ну, я не знаю, насколько так и есть, да, но условно, он реально тоже, как ты говоришь, любит свое дело максимально. Да, и вот это, если так подвязать, это все, что мы говорили, это все сердце, короче. Вот Да. у тебя, Арике, сегодня вы пришли вот в бренде Ами, у которых сердечко стоит на правом. Это вот наш главный орган, на самом деле. Если вы этот орган сделаете главным органом, которому подчиняются другие части тела, то вы точно придете туда, куда нужно, вы будете делать то, что вам нужно, вы будете слышать и видеть то, что вам нужно, и куда вы хотите прийти. Это 100%. Просто двигаться от сердца. Вот как раз здесь идет момент, то, что и Стив Джобс говорил, и другие все мировые философы, великие люди, как раз-таки то, что вот нужно сойти с ума, короче. Знаешь, вот песня «Сойти с ума». Вот да, от этой логики, потому что логика ограничена. Она тебя приведет только туда, куда ты можешь представить, да? Да. А если ты двигаешься Она от ограничена сердца, твоей памятью, да, и... тобой можно управлять, если ты такой дофига разумный. Да. Условно говоря, логичный такой. Ну, это правильно, цифры говорят иное. Казахстан страной, да, у нас мы там по рейтингу, нету доступа к океану и так далее. Да пошли вы все нафиг. Я вот верю, что вот у нас получится. Вот фиг пойми, кто знал, что у арабов, даже у нас, у Казахстана, появится нефть. Я вот это, можно видео здесь мы вставим? Я вот это видео обожаю, когда он едет, вот этот вот, да, Шейх Зайд, да, едет по пустыне, где ничего нет, и он говорит, вот здесь будет так, вот здесь будет так, вот здесь будет так, и потом... переход еще такой под музыку, да, и он идет, и я думаю, ну вот это видение, вот типа убежденность, да, такая вот, прям вот эта вера, она реально ломает просто любую логику, материю, все, это уже следствие. Так что я вот хотел бы еще заключить, что все эти 10 вещей, все эти люди двигаются от сердца. 100%. Есть плохие люди, которые свое сердце очернили, черной энергетикой двигаются. Есть воины света. Но их объединяет одно, именно исключительных людей, которые зарабатывают на очень много денег, которые популярны, которые имеют власть, которые имеют знания. Они все двигались от сердца. Эйнштейн, Тесла, Маск, все пророки, все люди, все главные, вот они двигались именно от своего сердца и делали невероятные вещи, и за это другие сердца людей хотели подключиться к ним. Ой-ой-ой, Ракил. От сердца к сердцу, друзья. Я думаю, сегодняшний подкаст был реально вот прекрасен. Вот, спасибо вам большое. Намерение, видите, Арики. Намерение, да. И, кстати, да, этап номер 0, намерение, да, а все остальное уже дальше идет. И у нас, как всегда, интерактив. Напишите, тут много, думаю, было инсайтов, но напишите там один или несколько инсайтов, и как вы будете это внедрять в жизнь, а взамен Расул подарит вам... Я подарю вам одну свою консультацию. Так. Как раз это же моя миссия, же направлять людей. Да. Приходите с запросом, любой запрос на самом деле. Мы его решаем вам по маркетингу, по бизнесу, GR, PR, вообще любой, короче. И 9 онлайн-уроков по маркетингу. Супер. Просто за то, что вы и так кайфанули, и так уже знаете, что вы будете доступ мы все искренне, с любовью, грамотно составляли какой-то уроки, курсы, так что вот. Супер, от души. Все, ребят, спасибо всем большое. Ракил. Кайф.